Китай – это огромная страна с населением более чем 1,5 миллиарда человек. Китай является страной с быстрым темпом экономического роста. Ежегодно страна набирает около 10% ВВП. Почти все ваши вещи, начиная от наручных часов или канцелярии до современной вычислительной техники, были произведены в Китае. Помимо экономического составляющего, вы наверняка слышали о китайской кухне, которая имеет невероятное количество различных блюд. И когда говоря словосочетание «азиатская кухня», ненароком вспоминаешь Китай. Тем не менее, несмотря на теплые отношения наших стран, в головах наших жителей до сих пор существует множество стереотипов и ложных утверждений об этой азиатской кухне. Давайте же их развеем. Китайцы едят насекомых. Спешу вас огорчить, то, что вы видели по телевизору или слышали о знакомых, наверняка не является правдой. Не буду говорить за 1,5 миллиарда, но большинство китайцев никогда не ели насекомых и не будут этого делать. Слух о том, что китайцы употребляют насекомых в пищу, появился из-за туристического аттракциона в виде жареных скорпионов, тараканов, пауков и прочей живности, что впоследствии получило большой общественный резонанс. Но для людей, торгующих такими товарами, это лишь бизнес. Туристам такая экзотика нравится, значит они будут за это платить. Китайцы едят собак и кошек. К сожалению, отчасти это правда. Мясо кошек и собак действительно употребляется в пищу в некоторых отдельных провинциях Китая. Дело в том, что несмотря на экономический успех Китая, в нем живет еще очень большое количество бедных людей, которым приходится употреблять в пищу животных. Несмотря на это, количество людей, которые едят собак и кошек, сравнительно небольшое, и это явление становится все более редким. В крупных городах некоторые китайцы вовсе могли и не слышать о таком явлении. Китайцы едят крыс и мышей. Ситуация точно такая же, как с собаками. Да, их действительно употребляют в пищу, но делают это в очень бедных деревнях и отдельных провинциях, в основном на границе с Вьетнамом и Лаосом, где поедание крыс не является чем-то зазорным. Крысы там употребляются в любом виде. В южных областях их даже специально выращивают для того, чтобы впоследствии употреблять в пищу. Китайцы едят людей. Спешу вас успокоить, каннибализм здесь распространен не более, чем в других странах. А байка о том, что китайцы едят младенцев, это фейк, который появился благодаря одному из китайских фотографов. Поэтому в следующий раз, когда вы услышите подобное утверждение, можете смело парировать ложную информацию фактами. Вся китайская еда острая. В действительности это большое заблуждение. В самом Китае существует более десятка областных кухонь, и лишь в нескольких из них главное место занимает острый перец. Самой острой кухней считается сычуанская кухня, суть которой добавить как можно больше перца чили. Люди, не родившиеся в провинции Сычуань, вряд ли смогут есть такое. Однако, если вы любитель острова, добро пожаловать в Сычуань. Говоря о других кухнях Китая, в некоторых из них совершенно не едят острые. Например, в шандуньской кухне преобладают морепродукты, а в кантонской любят сладкое и кислое. Китайцы едят один лишь рис. Это стопроцентный миф. В действительности на юге Китая рис преобладает в силу благоприятного климата для его выращивания. Однако, помимо риса, китайцы с удовольствием употребляют мясо, морепродукты, овощи, фрукты, а также различного рода растения и корни в пищу. Ну и куда без лапши? Вряд ли найдется нация, которая способна победить китайцев в ее поедании. Все китайцы худые, иногда кажется, что азиаты вовсе не толстеют, но дело совершенно не в том, что они мало едят, как раз таки наоборот, количество потребляемой пищи в разы больше нашего. Тут существует несколько факторов. Большинство китайцев всегда находятся на ногах от мала до велика, все время куда-то спешат и что-то делают. Благодаря физической активности большинство калорий сжигается довольно-таки быстро. Добавим к этому острую еду, чрезмерную заботу о своем здоровье, и уже не становится удивительным. Все это же, конечно же, не правило. Существует и исключения, среди китайцев полные люди тоже есть. Китайцы не любят сладкое, этот миф тоже отчасти правда. Но дело не совсем в том, что они его не любят. Они его любят, но понятие сладкое у них довольно-таки сильно отличается. Китайцы обожают есть конфеты с совершенно несочетаемыми вещами, точно так же, как и чипсы с дурианом или мороженое с своими бобами. Поэтому, если вы едете в Китай, прихватите с собой пару плиток молочного шоколада и угостите китайцев, они наверняка такого никогда не пробовали. Выпуск был подготовлен каналом Best Food. Спасибо, что вы с нами и смотрите наши видеоролики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока, всем удачи!